Здравствуйте, Львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака Зодиака. Расклад на первую половину месяца января. Давайте же посмотрим, что вас ожидает в период с 1 по 15 января. Какие карты вам сегодня выпадут. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, оставить лайк, сообщение. Все, что вашей душе будет угодно. Я буду очень и очень признательна такой обратной связи с вашей стороны. Пишите, не стесняйтесь. А также можете пересылать это видео вашим знакомым, если вы считаете, что им этот расклад, это видео подходит. Сегодня у нас второй иллюминатор. Я раскладываю карты поочередно, рассказываю значение каждой из них, соответственно, и мы складываем такую общую картинку того, что у нас получается, да, в этом нашем раскладе. Итак, первая карта у вас двойка Пентаклей. Эта карта двойка монет, собственно, она показывает, ну, знаете, какой-то выбор. Двойка — это выбор. Возможно, вам нужно адаптироваться в какой-то ситуации, проявить гибкость, быть открытыми для принятия чего-то нового, может быть, ввести какие-то коррективы, но вот в целом как будто бы, да, адаптироваться к какому-то изменению в вашей жизни, которое происходит. Также, возможно, она показывает и какое-то ваше здесь общественное признание, когда вам нужно будет сбалансировать, опять-таки, себя, показать себя, может быть, да, в таком спокойном состоянии, равновесном состоянии, собственно, и с шестеркой мечей. Здесь вы проходите через этот процесс изменения, возможно, вы оставляете что-то худшее позади, возможно, вы еще как будто бы находитесь на переправе, да, но понимаете, что вы движетесь в правильном направлении, возможно, здесь будут и взлеты, и падения, потому что есть эта двойка пентаклей, которая показывает эмоциональные перепады, но у вас есть понимание, что вы движетесь в правильном направлении, возможно, вам в будущем нужно будет отпустить какие-то вещи, от которых вы уходите, возможно, вы уже это делаете, как будто бы оставляете что-то позади, оставляете что-то ненужное или что-то худшее позади, двигаетесь к чему-то новому. И тут же у вас карта Луна. В целом она показывает, что нужно сделать выбор и принять решение, но вы можете сомневаться в этом выборе. Или, возможно, вы как будто, знаете, стоите на перекрестке, когда вам очень сложно принять решение, и существует вот эта неопределенность. Могут происходить вещи, о которых вы, возможно, либо не до конца осведомлены, либо не до конца понимаете, собственно, как здесь поступить. Поэтому вы, ну вот точно не будете знать, как вам действовать дальше. Будет такой момент, когда вы не будете по карте Луна знать, как вам действовать дальше. И здесь вот эта карта, она очень похожа на Верховную Жрицу, но Верховная Жрица, она прислушивается к своей интуиции, а здесь вы при принятии решений как будто бы не доверяете своей интуиции. Вы боитесь каких-то подводных камней или какой-то нечестности со стороны других людей, может быть, какого-то обмана. То есть вот здесь вы, ну вот как будто бы боитесь принимать решения, боитесь прислушиваться к себе и боитесь по карте Луна быть обманутыми. То есть здесь, ну, такая не самая позитивная, может быть, карта Луна, которая здесь выпадает в таком сочетании. Здесь именно в этот период перемен, которые у вас происходят с шестеркой мечей. Давайте посмотрим. Ой, что здесь еще? Карта тройка мечей, собственно, у вас есть. Есть императрица, тройка мечей и императрица. Здесь может присутствовать какая-то эмоциональная боль, может быть, в отношении ваших детей, если они у вас есть, или что-то вот не получилось. Может быть, вы чувствуете себя преданными или вот такой женщиной, или разочарованными из-за какой-то ситуации или человека, этой императрицы. Она часто ассоциируется с материнской заботой и энергией, то есть для кого-то из вас это могут быть проблемы, которые передаются по наследству, или проблемы с вашей мамой, или с человеком, который заменил вам мать, или, может быть, с ребенком, если вы родитель. Да, может быть, также это карта плодородия, и, возможно, у вас что-то не получило того развития, которого вы ожидали или которого вы хотели, поэтому здесь есть ощущение и неопределенности, и боли, разочарования, и непонимания, как действовать дальше в этой ситуации, и как ситуация будет развиваться. Она будет развивать события, да, в соответствии с вашим выбором. И здесь вам нужно будет что-то оставить позади, чтобы двигаться вперед. И это причиняет вам эмоциональную боль. Вас это может очень сильно разочаровывать, расстраивать. И, ну, знаете, как будто бы очень сильно угнетать, собственно, да, и карта Луна, опять-таки, она может показывать, что вы плохо спите по ночам, или у вас какой-то нарушенный сон здесь из-за этих переживаний, или вы много работаете здесь, опять-таки, хуже спите или работаете по ночам. То есть здесь по карте Луна могут быть и такие моменты также. Но вот
карта императрица. Может быть, что-то связанное с фертильностью, зачатием, с беременностью, да, если женщины смотрят. Может быть, вам предстоит решать, стоит ли прекращать какое-то лечение, которое связано с гинекологией. Может быть, делать ли ЭКО, допустим, или какие-то варианты такие рассматривать, касающиеся беременности. То есть здесь может что-то вот касаться, опять-таки, зачатия ребенка, фертильности и какой-то неопределенности, которая связана с этой императрицей, скажем. Но, тем не менее, у вас есть хорошие здесь перемены, шестерка мечей, какие-то хорошие изменения, которые вам открываются. Поэтому я думаю, что здесь неплохо, да, что выпадают такие карты. Принцесса мечей тоже как хороший шанс, который вам дается ввиду всего того, что происходит. Возможно, вам придется проявить определенную гибкость в этой всей ситуации. И по принцессе мечей постараться быть очень наблюдательными и внимательными к деталям. Может быть, здесь обращать внимание на какие-то мелочи, карта умеренность. Возможно, знаете, как будто бы уметь находить баланс, не присыщаться в чем-то, то есть чтобы не было никаких избытков ни в чем, адаптироваться, опять-таки приспосабливаться к тому, что происходит в вашей жизни здесь. И по пажу мечей учиться, получать какие-то знания, собирать информацию, может быть, коммуницировать, стараться коммуницировать с другими людьми, узнавать от них какую-то информацию, отстаивать свои права, потому что все-таки здесь меч, да, свои убеждения, какие-то свои моральные убеждения. Может быть, кто-то с вами будет в чем-то не согласен, вам нужно будет отстоять свои моральные какие-то установки, и при этом сохранять баланс и стараться не конфликтовать, не доводить до какого-то конфликта или разрыва отношений, то есть сохранять баланс и сохранять равновесное состояние при таком сочетании. Но какое бы решение вы ни приняли в будущем, вам важно быть открытыми для новых возможностей, замечать эти новые возможности. И также, если у вас есть какая-то конкретная идея, может быть, какая-то идея, которая у вас возникает, возможно, вы планируете здесь ее выбрать, нужно быть готовыми к тому, что, возможно, вам придется немножечко скорректировать свои планы и постараться не зацикливаться на ожидании результата. Да? Возможно, вам придется здесь немножечко подождать, потому что какие-то трудности здесь опять-таки могут возникать. Может быть, в личных отношениях, или романтических, или семейных, или рабочих. В принципе, неважно, здесь любой сферы это может касаться. Но больше, конечно, да, с картой императрицы это какие-то близкие отношения или с вашими детьми, или с такой императрицей. В целом, в любом случае нужно быть более гибкими в принятии решений. Сначала рассматривать все варианты и изучать все хорошо и детально, и не спешить со своими выводами, не спешить с выбором, который вы делаете, соответственно. То есть постараться здесь быть максимально такими знаете, как уравновешенными, спокойными в этот период времени. Находить какие-то компромиссы. Да, находить какие-то компромиссы. Давайте дальше. Карта десятка пентаклей, карта туз пентаклей. Класс. Просто супер. Да? Карта, которая показывает, что может новая возможность появиться. Возможно, это какие-то преподносятся хорошие возможности финансовые. Принцесса кубков. Может быть, это какие-то предложения в любви, в отношениях. Есть какой-то потенциал, который вам здесь позволяет, да, какое-то предложение перерасти в что-то долгосрочное, очень стабильное. Это могут быть какие-то хорошие предложения в бизнесе или в карьере, да вообще в чем угодно. И это может приносить вам эмоциональное удовлетворение. Для некоторых это финансовое удовлетворение, материальное, что вы чувствуете большую финансовую стабильность такую. Возможно, это какое-то новое деловое предприятие, бизнес или работа, когда вам предлагается какое-то партнерство, и вы можете вовремя заметить эту ситуацию и воспользоваться этим предложением, как будто бы с вами кто-то готов расти, развиваться, строить совместный бизнес, какие-то партнерские такие отношения, рабочие. И да, как бы это хороший, может быть, вариант. Также с десяткой пентаклей здесь какие-то, знаете, как наследство, какое-то наследие, какие-то материальные вещи, которые передаются по наследству или что-то связанное с вашей семьей, которое может иметь место, и ощущение каких-то крупных денег или чего-то такого очень ценного, важного, значимого, что вы можете получать от семьи. Также иметь возможность это сделать здесь, возможность это получить или какое-то предложение, которое вам здесь дается.
столкнуться с этой возможностью. И карта звезда — возрождение надежды, возрождение оптимизма после каких-то испытаний или после трудностей. Здесь звезда — это такой признак того, что вы на правильном пути. Это карта, которая символизирует, что вы должны как будто бы доверять тому пути, по которому идете, потому что вы на верном пути к вашей звезде, к исполнению желаемого. Несмотря на какие-то сложные периоды, которые вы прожили, здесь у вас есть хороший шанс получить исполнение своей мечты. Карта шута, карта шута или карта с нуля, такое путешествие глупца, оно называется, или дорога дурака, но это начало новой главы, начало нового цикла. После того, как что-то подошло к концу, здесь у вас начинается новый период, новый этап вашей жизни, совершенно какое-то новое направление. И вы сейчас находитесь в этом переходном состоянии, поэтому у вас и такой, может быть, дисбаланс или какое-то состояние выбора, когда вы стараетесь прийти к равновесию, но при этом какой-то хаос вокруг вас происходит, и какая-то неопределенность, и много каких-то переживаний, сомнений. Присматриваетесь к тому, что происходит вокруг вас, и понимаете, что все меняется, а вам нужно как-то адаптироваться в этом мире, в котором все сейчас меняется. Знаете, вот как река, по которой вы плывете, и течением все время вода меняется, и вы один день видите одну ситуацию, другой день уже как-то все меняется, или отношения людей меняются, или люди меняются, или работа поменялась, коллектив поменялся. Да, и вам нужно во всем этом, в этих трудностях, в сложностях в отношениях или чего-то подобного, как-то адаптироваться, разбираться, может быть, погрузиться в новую работу или в новый творческий проект, который помогает вам стать частью процесса вот этого, собственно, восстановления. Но вы переживать можете определенную боль, предательство или разочарование и какую-то неуверенность по карте Луна, которую вы испытываете здесь, в том, как вам двигаться дальше, что вам дальше делать. Хотя у вас, очевидно, открывается новая возможность. Неважно, в отношениях, здесь кубки, принцесса кубков, или в бизнесе, в работе, но в любом случае вы получаете удовлетворение в эмоциональном плане или в практическом плане, потому что есть и туз пентаклей, и десятка пентаклей. Возможно, вам нужно будет выйти из зоны комфорта с этим шутом и сделать шаг навстречу неизвестности, но это приведет вас к исполнению вашей мечты. Может быть, это будет таким шагом к вашей заветной мечте, к цели, которую вам хочется получить здесь, на этом пути, собственно, да, который вы выбрали. Поэтому, на самом деле неплохо. Опять двойка, да, я просто дополнительно еще хочу 2 или 3 карты достать. Двойка снова, то есть опять-таки как колебания, вы не знаете, как здесь поступить, может быть, не торопитесь с выбором или до поры до времени себя стараетесь как будто бы как оттянуть принятие решения, не торопиться с выбором, сдерживать себя от принятия решения, как будто бы стараться не замечать какие-то вещи или защищать себя от каких-то обстоятельств или ситуаций, которые вас больно ранят или задевают. Поэтому, собственно, вы можете занимать такую защитную немножечко позицию также здесь. То есть проживать такой период эмоциональных трудностей, когда нужно что-то отпустить после расставания, может быть, да, или в какой-то сложной ситуации, но вам тяжело здесь со своими эмоциями справляться, и вам приходится их как-то контролировать, приходится как-то сдерживать эти свои эмоции, приходится по двойке мечей стараться не бояться. Вот здесь опять-таки Луна изображена, какой-то неопределенности, которая вас ждет, с этими переменами связаны. А двойка мечей, она вообще показывает непростое решение. Она показывает, что ваши возможности могут быть ограничены. И даже выборы и решения, которые вы, может быть, не хотите принимать, но это все равно придется решение принять. И вам нужно здесь по мечам, это мысль, это интеллектуальный подход, вам нужно будет подходить к этому решению практично, то есть подумать хорошо, к интуиции своей прислушаться, и подумать хорошо, просчитать эти шаги ваши и какие-то варианты, 1 и 2, логически просчитать, какой вариант вам больше подходит, допустим. И, собственно, из этого уже исходя какой-то выбор делать. Туз жезлов. Решение нового начинания, необходимость принять решение и действовать. Карта повешенная. Опять посмотреть на вещи под другим углом и начать действовать. Новое начинание после того, как вы посмотрите под другим углом на вещи. Переоцените какую-то ситуацию, поменяете свое отношение к каким-то людям, может быть, или к каким-то партнерским отношениям. Возможно, или на какие-то споры или бесконечные конфликты посмотрите иначе, пересмотрите их. Может быть, пойдете на какую-то даже временную жертву или на самопожертвование
да, и таким образом здесь какое-то время продержите свои эмоции в таком вот состоянии, чтобы не торопиться с решением принятым, как будто бы, да, и потом будете начинать действовать, но как будто проходите через период жертвы или такой остановки, паузы вынужденной, в которой вы себя находите. Итак, дорогие мои, я думаю, что на этом мы будем наш расклад сегодня завершать. Он достаточно интересный, особенно мне интересно вот это сочетание Луны, которая у вас выпала, Императрицы, Тройки мечей. Очень почему-то большой акцент на фертильность, на беременности. Луна часто выпадает на беременности, поэтому у кого-то здесь вопросы, касающиеся материнства, могут быть. Пишите, мне будет очень-очень интересно. Пожалуйста, мне правда будет интересно узнать ваше мнение по поводу этого расклада. На этом с вами прощаюсь. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.